Всем привет! Сегодня вот проснулись, а на улице льет дождь. И причем только возле штормового. В округе посмотрели карту дождей, больше нигде нету. А у нас молния и гроза, свет постоянно выключала. Так что день, наверное, сегодня задался. Растениям, конечно, хорошо, их хорошо полила, но я так стараюсь вечером их поливать. Так вот лужи такие позаливала. Во дворах лужи. Дети забавляются. И вот так с утра. Никого зато. Все попрятались. Он спасатель одиноко зато ходит сегодня. И ему кайф работа, не жарко. Одно удовольствие, спасать никого не надо. Флаги красные повесили. Ну, может, еще днем просветлеется. Бывает и такая печалька. У кого балкон, конечно, он спасет. Но мы же не выбрали себе балкон. Мы выбрали с открытой террасой, сеткой. А у нас-то весика нету. Ну ничего, я вроде как прогноз посмотрела, что вроде это так. С утра что-то пройдет из дождей, а потом все закончится и будет хорошо. Поэтому не отчаиваемся. Такие черные тучи. Табличка даже упала. Вот так он грохочет, но там видно, что разведнеется все-таки. Все с балконов, у кого есть. Здесь хороший отель, наверное, будет, когда достроят. Окна такие витринные, витражи высокие. Моросит так слегка. Ну что нам, питерским? Страшна разве такая погода? Ни о чем. Ну, зато погуляем. Никого нету. Все попрятались, а мы погуляем. Раздевалки, оказывается, есть. Туалеты на пляже платные. Вот это меня вообще поразило. Почему на пляже платные туалеты? Рыба, морепродукты. Надо будет зайти посмотреть, что там за рыба. Смузи-бар. О, так мы здесь можем зайти с вами сразу и на рынок, получается, с этой стороны пляжа. То, что я там по улице ходила, можно с пляжа даже ходить. Настилы хорошие, деревянные, что можно ходить. Ну, вот этим хорошо. На балконе. И море видно, и дождь на них не капает, навес. Вот так мы там бродили с вами. То, что я показывала в мотеле. Здесь сразу выходишь. Тоже у них так не обустроено все пока. Не, ну в принципе пляж нормальный. Сам пляж и жилье, конечно, так себе все. А пляжи хорошие. Есть у них еще бунгало, но они почему-то 10 тысяч стоят. И они там живут плечо в плечо тоже. Вон там озера эти, там где грязевая, соленая, там вообще все время погода быстро портится. Вот именно в том месте, не пойму почему. Пустовали, видно, с погодой на ночь. А и вот сразу вот на рынок пройти можно. Бесплатный кинотеатр после заката. Все, оказывается, по пляжу свободно на рынок. Понятно. Не знала я.
А в этом году хотели поплавать на дайвинг, сходить под водой, понырять, поплавать. Но сказали, что дайвинга в этом году во всем Крыму нету. Запретили. Нет также лодочных катаний. Никто не катается. На лодочках тоже нельзя, на корабликах. Все это закрыто в этом году. Ну, ничего, мы поплаваем в море. Так что нас не испугаешь. Слушайте, ну пока хожу тут пару минут. С утра вот пока мы там проснулись, грозы, ливень, выключала раза 3 свет. Но у нас еще как-то вот нормально со светом. А туда вот соседняя улица, у них прогромыхало, нас как-то обошло, а у них прогромыхало, и свет весь так джик, весь выключил, и бары, и все в темноте опять были. А у нас ничего, нормально. Ну, у нас тоже такой перебой, видно, у хозяина хороший бесперебойник, наверное, стоит, поэтому у нас выключит и сразу включит. Ну, это, конечно, не есть хорошо, мы свою технику выключили, а вот холодильники, все вот, это, конечно, я думаю, не есть хорошо. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, как уже разведнелось. Буквально пока я тут хожу, у меня тут черно, а там вот уже совсем светло-светло. Вот уже небо. Видите, как? Все. Сейчас он там еще видно вдалеке. Дождик льет. Это ерунда, конечно. И вот так вот разворачиваюсь. Там прям черная туча вся. А сюда уже над морюшком уже все начинает светлеть. И к нам туда уже все возвращаемся, светлеет. И, кстати, вот там, то, что я вам рассказывала, с палатками люди стоят. Но я смотрю, у них там дождя нету. И, наверное, не бывает, в принципе. Такое чувство, что вот у штормового где-то с центра, там с центра, с середины, вот та окраина въезда, там все время как-то то дождь, то ветер. Вот мы выезжаем на эти грязевые озера, и буквально бывает все, нас там сдувает, волны, ветер поднимается. Несколько раз там попадали под дождь, возвращаемся сюда к себе на базу, на это штормовое. А у нас здесь все чисто, светло, ничего нету. Как-то вот делится это штормовое. Ну, наверное, не зря назвали штормовое. Что здесь, наверное, постоянно дожди, штормит. Погода вот такая непонятная. Поэтому, потому что вот, говорю, сделала сегодня с утра, посмотрела, где идет дождь. И дождь идет тут именно нашим штормовым. Еще немножко там какой-то небольшой поселочек Евпатория и все остальное. Дождя нету. У них там жара, светло. Ну, как бы тут такой один день будет. И я думаю, все нормально. Уже смелые побежали купаться. Все, уже в холодной воде купаются, плаваются. Наверное, отрезвляются, я думаю. Потому что бухают все тут без конца. С утра народ уже по стакану пиваса себе все это наливают. Но я, кстати, мы попробовали у них тут сидр очень вкусный, грушевый, вишневый есть, гранатовый взяли. И вот как-то странно, мы спросили, это ваш крымский производитель или нет? Они говорят, нет, крымское, говорят, вот посмотрите, говорят, если вино крымское, там еще что-нибудь, все очень дорого. А мы, говорит, возим аж с Брянска. Ну, сидр у них очень хороший, 150 литров стоит, недорого, ну вот на вкус. Пьешь, как будто там он слабоалкогольный, 4 градуса, вот как пиво. Вот это и очень даже нормальненькое такое. Я вот вам покажу потом дома, налью в стаканчики, покажу. Вот такая газировка такая, легкоалкогольная. Очень даже вкусная. Ну, так как в жаре что-то надо пить, поэтому... Ну, я имею в виду не алкогольное, что-то пить вообще. Ну, хотели там вина какого-то домашнего, здесь нигде не нашли. Хотя вот когда ездили по всему Крыму, все время где-то встречалось хорошее домашнее вино. Здесь как-то нет. Все бутылированное, поэтому вот решили немножко сидра попробовать. И понравилось. Говорят, что если здесь сидр, то очень по акцизам везти-вывезти очень дорого получается. Поэтому не сразу вот с Брянска привозят. Ну, смотрите, смельчаки купающиеся. Как говорится, на море по колено. Все купаются. Вода холодная. Течение, наверное, явно тоже холодное. А все равно купаются. Думаю, что задастся сегодня денек. Он уже совсем все хорошо становится. Уже все. Не будет такой жары. Нет, имела в виду дождя.
Уже народ вон потихоньку выходит освежаться, подышать. Центр, ребятушки, их. Самое центровое место. Едем, пытаемся поискать мойку. Хотя вчера, пока купались, нам сунули, что есть мойка самообслуживания у них на улице. Вот. На улице, сейчас скажу, производственная какая-то. Там написано самообслуживание. Но мы хотим поискать, если мойка, ну вроде как показывает на карте, что есть мойка, что машину, ну, помоют. После трассы, после дороги, конечно, она у нас в комарах, в крови, ну уж сами знаете, как едешь по трассе, все это. Поэтому пусть помоют нам. А на мойке самообслуживания я у себя дома в Питере помою сама. Да, улица Степна. Вот едем. Партизанское домашнее вино, жилье, пожалуйста. И вот, наверное, где-то здесь мойка. Вон какая-то база. Он мой сам. Можете даже здесь. Ух ты. Здесь какая-то остановка. Автобус ходил. Сдаем номера. Еще. Не, ну если они нам такой этот положили вкладыш, что здесь есть сам мойка, где-то в конце там по вкладышу. Может и помоют. Ну, такой, что это какой-то колхозный двор какой-то был. Лети, техника стоит. А вот, пожалуйста, я думаю, что тут и моют. Вот смотри. Какие-то тряпки. Вон в боксы загоняют. Ну вот. Пойдемте-ка посмотрим, сколько тут стоит помыться. Воск, вода есть, пылесос, сушка. Все есть. 5 и 10 рублей. Купюры. Такой колхозненький дворик. И никого нету. Зато кофе есть. Можно кофе попить и посидеть. Ничего себе. На окраине где-то кофе. Ну, пожалуйста, экспресса 30 рублей, американо, латте 50. Такая ерунда. Приехали. Хотели помыться уже сами, потому что не найти, кто помоет. Закинули 20 рублей, посмотреть, как у них пена пойдет. Тут выключается свет. Никто просто не выходит, не объясняет. 20 рублей, хорошо, хоть 20 рублей. Вы меня простите, что это за ерунда. Кто-то же должен быть на обслуживании здесь, на станции. А так никого нету абсолютно. Никто не уходит через забор. Вон там покричали, что-то, собака какая-то полаяла. Тетя говорит, света нету, и все. Так это такая можно, знаете, приехал, денег кинул, и тебе раз свет кругом выключают. Нормально. Блин, я такую фигню первый раз вижу. Не помыться, ничего. Вот вам и штормовой приезжать сюда. Вот, ребята, у них школа тут такая большая. Не знаю, видно. Надо будет как-то выйти, показать вам. Это все тот же крутой перекресток. Автостанции их. И рядом садик напротив школы. Тоже такой большой. Хотя не знаю, кто там, где тут дети. Я имею в виду сами местные. Стоят по трассе. Дыни продают. Ну не сказать, что прям ценник у них ниже. Арбуз, да, сейчас килограмм арбузов на таких стоянках, которые придорожные, по 20 рублей килограмм. Дыни по 40 просят, 50. Есть желтые по 60. Персики 130. Сливу спросила, такая большая, крупная, 150 стоит. Ну, короче, а клубнику смотрели на рынке, была 280 килограмм. А здесь, конечно, парень сразу 400.
Так что перекупы, конечно, цены гнут. Может, где-то еще в поселках посмотрим. Все-таки кто-то, может, продает, и мы сможем купить. Персики, конечно, красивые были, но перекупы. Интересно, вот сколько? За рублей 30 покупают, наверное, персики, а продают соточку сверху. И вот так на Евпаторию трасса идет, он там впереди Евпатория. Не знаю, что продает, наверное, землю, отдел продаж. Да, продается участок под коттеджный поселок, земли. А вот здесь вкусная самса. Мы уже пробовали, останавливались, и нам очень понравилось. И парнишка, и самса. Сейчас мы опять возьмем себе по одной самсе. Так что, ребята, вот здесь можете брать вкусная самса. Да вас, наверное, уже снимали, да? Нет. Еще нет? Ну, будете, значит, я на канале. Что? 20 было, да? Да, острова. Такая красота. Так что, ребята, вот такая самса запеченная, смотрите. Очень вкусненькая. Сейчас мы ее будем пробовать. Мясо. Очень много в этой самсе мяса, очень вкусное. Школа, наверное. В Ромашках, Мичурина, 14, потому что автобус детский стоит. Да, наверное, школа. А вот смотри, что это такое прям. Наверное, какой-то спортивный у них. Это ребята Ромашкина заехали по дороге, по трассе посмотреть, что здесь за село такое, потому что очень много сюда машин поворачивают. Стало даже интересно. Наверное, просто жители местные живут. Отдыхающих не видно, магазинов тоже тут как-то нету. Кто-то отель, наверное, строит большой. Здесь вот какие-то элитные дома прям целые. Поселок такой не для бедных. Да, интересно, кто здесь устраивается. Ну, такие машины. Даже не знаю, что прокомментировать. Это видно просто дома, где простые люди живут, как мы. Очень богатые дома в этом поселке Ромашки. Такие прям знатные. Но похоже, что не русские строят. И не украинцы, которые раньше в Крыму жили. Потому что вот есть просто с белого кирпича дома, а это прям такие богатые, под какой-то турецкий стиль. Даже не знаю, кто тут так заселяется в такие постройки. Вот выехали с Ромашек и увидели такое интересное кладбище. Какое-то исламское. О, собачка есть. Водичка есть, наверное, здесь. Чтобы можно было какие-то, если что-то полить. Да, пожалуйста, вода есть. Ну, здесь очень аккуратно. Такой заборчик огороженный, вот поле. Дорога вот сразу. Ну вот, говорят, татарское, говорят, кладбище. Прям интересно, камень. Вон там какая-то могила старая, старинная. На 11-е, 30-е. Такой небольшой. Еще молодой совсем. Крымские розы. Желтые. Орехи.
Ага, розочки какие. Прям кусты кустами. Столько много. Красота. Нет, спасибо. Это у каждой женщины necessary должно быть. А зачем Necessary ромашка? это реально это самое, то есть как антисептик идет. ну что буду для есть профилактики делать? желчных путей, потом для профилактики простудных заболеваний. У тех, кого уже А желчных Если нету. некоторые мамы говорят, мы подмываем ромашковым раствором своих деточек, то реально прелости устраняет, антибактериальные свойства великолепные. Это, то есть не труха, которая в аптеке. Нет, я продается. вижу, что ромашка очень хорошая, Ну, да. так возьмите, это 200 стоит и стоит того. Нет, ну я Собранная- не буду. Ее, я конечно, можно пить, но нет. Так я сам завариваю себе. У меня лучше тогда Нет, мы желудок вот мётик начинает возьмем. работать. По 100 С миллилитров. кориандра и липу, По 100 да. миллилитров. Беру на тащак. Ромашку нет. Ну, это нет. Чай, да, нет. Вот они, вот вы хорошо остановились. И вы сами себе цену знаете. Потому что знаете имидж, то есть какой. Вот вы сказали так шутя, что они на мой это самое там, вот, и все прочее, 5-10. Но они гордость, гордыню свою показали, понимаете? А я там, а мы минутку не хотим задержаться, чтобы подождать, понимаете? А вы откуда? Мы с северной столицы. Питера, что ли? Ну да, по номерам. Я под Питером служил в свое время. Да. А меня не сердили. А за что на вас Ну, сердиться? да, мало ли что. Ребята остановились и взяли вот здесь медика. Ну, такой озорной дедушка. Козочки. Боже мой. Где вы еще такое увидите, козочки? Друзья, ну а на этом я свой блог на свете заканчиваю. Всем хорошего настроения и пока-пока.